Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня будет подробный урок по декору заготовки. Покажу вам все подробно, расскажу, какие размеры использую, какие размеры стразовой цепочки и все остальные подробности. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня мы с вами декорируем заготовку, которая разделена на 6 частей. И первым делом нам надо задекорировать верхушку. Я беру, отмеряю, сколько цепочки мне надо, вот отрезок, и уже нарезала 3 одинаковые цепочки. Использую я цепочку 2,5 миллиметра. Укладываю ровно цепочки, чтобы мне было удобно их схватить. И беру клей. Вот наношу немного клея и склею 3 цепочки вместе, чтобы сразу их подклеить к верхушке. Вот одну в середину, и вот эти подтягиваю и выравниваю. Вот так пинцетом выравниваю и все заклеиваю и даю закрепиться. И пока у меня закрепляются цепочки, у меня вот такая вот филигрань. Она идет 25 миллиметров на 25. И здесь я вырезала ножницами серединку. Я уже не раз показывала, как это делать. Просто вот вырезаю, чтобы здесь вот у меня влезла вот эта вешалка. Теперь я беру клей и вот так обильно смазываю. Вот всю верхушку. Достаточно много клея, чтобы все 3 цепочки сразу приклеить, чтобы они приклеились и к верхушке, и между собой. Вот так вот. Теперь беру цепочки свои и подклеиваю. Вот так укладываю и пальчиком придавливаю. И вот так прохожу по всему диаметру. Здесь мы с вами подклеиваем все вместе. Все пододвигаем, выравниваем. Вот так. И даем закрепиться. По боковинкам я буду подклеивать тоже цепочку в 2 ряда, 2,5 миллиметра. И пока там все подсыхает, склею 2 цепочки вместе. Обычно, когда у меня что-то сохнет, я все время что-то занимаю это время, чтобы у меня экономилось оно, потому что всегда не хватает времени. Вот, склеиваю их вместе, даю закрепиться. И пока тут склеивается, теперь перешла вот сюда. Беру вот таким образом, накладываю и смотрю, сколько мне надо подогнуть. Беру пинцет и вот так подгибаю все края. Очень хороший вариант украшать верхушку. Все получается чисто и красиво. Теперь я вытаскиваю вешалку через отверстие. Вот здесь схватываю. И завожу вот наш колпачок вниз. Я смотрю, мне все подходит. Прямо идеально все садится. И вот так чуть-чуть приподнимаю. Беру клей. И вот так все внутренности, вот там все обмазываю клеем. Вот, и на края цепочек тоже наношу клей, чтобы все склеилось. Так, клей убираю. И прижимаю. Можно зацепить скрепкой, чтобы все держалось. У меня здесь просто идеально все легло. И даю закрепиться. Макушку я буду декорировать вот такими стразами. Размер здесь не имеет значения. Я вот подобрала
их, и как бы можно украсить всем, что у вас есть. Я уже много показывала разных вариантов. Вот я наношу клей на заготовку и просто подклеиваю стразы. Здесь я выбрала сочетание белого и красного, поэтому подклеиваю красные стразы и между ними подклею белые. Белые у меня простые стразы. Я взяла 20 номер, если кого-то интересует, но можно любой. И вот так, чтобы у нас все сочеталось. Поэтому вот такое сочетание. И теперь будем декорировать вот эти ленты. И первую ленту мы декорируем, та, которая у нас с самого низа. Вот она. Так, берем клей. И теперь наносим клей на середину ленты. Не так, как где мы подклеивали 3 цепочки. Там мы наносили клей на всю ленту. Здесь только на середину. Я беру цепочки и накладываю на ленту. Так как здесь у нас 2 цепочки, то если мы нанесем клей на всю ленту, она у нас испачкается. И даем закрепиться. И чтобы ускорить работу, чтобы не ждать, я беру иголочку, вот так первые звенья иголкой перекрываю и закрепляю. И они у меня теперь держатся. Теперь я могу не ждать, а продолжать работу. Сейчас покажу вам, как наношу клей. Вот на середину сначала и немного в стороны. У нас где-то 1,5 миллиметра остается по краям нетронутых. Как всегда, укладываем по краям вот так, и теперь пальчиком вот так все зажимаем и выравниваем. Придерживаем до места, где мы наносили клей. И снова сначала я посередине наношу и немного по краям. Не забываем, что нам надо оставить 1-1,5 миллиметра свободных, не без клея. Вот на край и вот так. И продолжаем работу. Сейчас нам надо подклеить сразу 4 цепочки. Я уже подготовила и наношу клей на ленту. Вот так немного распределяю по ленте и вот сюда на край. И теперь постараюсь взять по 2 цепочки. Это у меня плохой пинцет здесь, не получится по 2, буду делать по 1. Ужасный пинцет. Вот видите, такие концы у него сгибаются. Неудобный. Надо брать, который крепкий такой, не сгибается. Но здесь у меня нету его. Так, это придерживаем. И вот это. Так, что у меня здесь потянулось. И укладываем все цепочки вот так ровно, чтобы они у нас все были приклеены к вот этому ряду. И даем закрепиться. У меня подклеились цепочки, и теперь я вот так отодвигаю и также продолжаю подклеивать. Сначала вот так я наношу клей на середину и немножко его по краям. 2 цепочки сложнее приклеивать, чем 3. 3 намного легче. И вот так по краям укладываю, и теперь пальчиком выправляю все. Одну сторону и также поступаю со второй стороны. И продолжаю работу.
Я подрезала цепочку и теперь также вот здесь наношу клея. Цепочку я подрезаю чуть-чуть больше. Я имею в виду не впритык, если вы там сомневаетесь, а вот чуть-чуть больше, чтобы полностью подклеить все края, чтобы края у нас не висели. Теперь все здесь совмещаю. И также поступаю со второй стороны. Одна часть у меня обработана, и также поступаем со второй стороной. И сейчас покажу, как пришить филигрань. Филигрань я подгибаю, вот так, немного подсовываю, вот так, и примеряю. Смотрю, что вот этот край у меня не торчал. Вот так, чуть больше его даже подгибаю. И сейчас покажу еще один прием. Нашла вариант, как крепить узелок, чтобы он остался внизу. Вот я прохожу через филигрань и теперь вот через двойную нитку, через узелок. И вот он автоматом у меня спрятался вот там. И теперь примеряю. Вот у меня вот здесь примерно выходит. И сразу иголочку на лицевую сторону. Помните, что иголкой невозможно пройти через филигрань и сразу через ткань. Вот теперь я заправляю вот сюда под низ и затягиваю. Из-под низа снова пытаюсь, так, сначала сейчас выйду вот сюда. Вот. Так, на место. Вот таким образом. Придерживаю теперь вот эту часть и иголкой спускаюсь или сюда, как у вас получится, чтобы закрепить вот эти места. Снова прохожу через филигрань, не через ткань, только через филигрань. Вот теперь из-под низа через ткань. Не всегда получается, потому что мешает все, но все возможно, если делать это аккуратно. Главное, чтобы нитка была под низом, чтобы нитка у нас не торчала. Тем более у меня белая, поэтому обязательно надо ее прятать. Вот. Снова прохожу через филигрань и еще раз вот так. Все, затянула. Теперь иголочкой снова ухожу вот сюда вниз. Вот мне надо вот сюда. Так, не получается сразу, значит, вот таким образом. Так, вот. Вы видите, у меня все закрепляется снова вот так. И через низ стараюсь снова вот здесь выйти. Вот у нас, чтобы у вас не было слишком много швов. Теперь вот закреплю здесь, снова возвращаюсь иголкой вот сюда. Прохожу через филигрань. И несколько стежков теперь вот здесь. И таким образом пришиваем всю филигрань. И сейчас покажу, как сделать узелок. Вот теперь я беру, вот, прохожу через вот эту ниточку и сделаю узелок. Так, у меня ниточки мало осталось, не получится. Ну вот, я покажу. Одеваем нитку. Так, не получается. И затягиваем. Ну, я унесу нитку, уведу вот сюда вверх. Там у меня будет все подклеиваться, поэтому ничего не распустится. И вот так подшиваем всю филигрань. Забыла размеры филиграни показать. Получается 55 миллиметров на 15 миллиметров. И для декора я буду использовать стразы. Вот такие каплевидные, размер 10 на 16. Вот такие 16 на 8 и 18 на 9. Буду использовать стразовую цепь 2,5 миллиметра и 2 миллиметра.
Беру клей и на центральную часть наношу, ну, достаточно много клея. И даю клею немного постоять, чтобы появилась пленочка. Я беру страз, напоминаю, что он у меня неровный. И вот этой неровностью подклеиваю вот на середину. Здесь отверстие в филигране и очень хорошо ложится. Беру стразовую цепочку 2,5 мм и нарезаю 2 отрезка. У меня здесь 7 звеньев и 9 звеньев. И так, у меня сдвинулось чуть-чуть. И где 7 звеньев подклеиваю с одной стороны. Вот наношу клей. Вот это покороче, где у нас 7 звеньев. И ровненько вот так от и до укладываю. Поворачиваю для удобства. И теперь полностью наношу клей вот даже по краям, где вот тут цепочка, чтобы склеить. И второй отрезок, где 9 звеньев, теперь укладываю вот таким образом. Все поправляю и даю закрепиться. Вот сюда наверх я буду использовать вот эту стразину и буду использовать цепочку 2 мм, так как 2,5 мм не обхватывает стразину крепко и остается как бы отверстие. Это некрасиво. Наношу клей и также даю закрепиться немного. Беру стразину и укладываю на клей. И сюда я отрезала 14 звеньев цепочки 2 мм. И теперь вот так клей наношу со всех сторон. Беру один край цепочки, укладываю его и полностью вот так обворачиваю страз. И все выравниваю. Ювелирная работа, надо очень аккуратно работать. Слежу за тем, чтобы все стразы смотрели у меня вверх. Все поправляю и даю закрепиться. Для нижнего страза я отрезала 11 звеньев. И также беру, наношу клей вот сюда. Даю клею немного закрепиться и затем подклеиваю страз. Укладываю острой стороной вниз. Вот таким образом. И теперь наношу клей по всем сторонам. Вот так. Беру цепочку. Так, здесь надо очень аккуратно, кому как удобно, с пинцетом, без. И вот так обворачиваем страз. Все очень мелко и надо очень аккуратно работать. И на камеру не всегда получается всем все показать. Выправляем одну сторону больше, другую меньше. И все края подклеиваем. И даем закрепиться. И я также украшу мелкими стразами вот здесь по бокам. Наношу клей. Здесь у меня будет белого цвета и красного цвета. И сюда я заранее подготовила себе здесь стразы. И вот так продолжаю работу. И один страз вот сюда приклею на небольшом расстоянии.
И вот что получается. Мне осталось украсить еще одну сторону, и я вернусь к вам. И вот такая елочная игрушка у меня получилась. Смотрится просто потрясающе. Вы видели такую же в мятном цвете, но могу сказать, что красный цвет ничуть не уступает. И у меня получился вот такой комплект игрушек. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.